Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Сегодня очень интересный случай, ведь моя модель в детстве себе обморозила пальцы, и теперь ногти на одной и другой руке абсолютно разные. Наша задача – выполнить преображение. Поехали! Вот такие у нас сегодня ручки, на которых мы выполним преображение. Если присмотритесь, ногти на одной руке, на левой ровненькие, стройные, четкие, а на другой руке деформированные. И казалось бы, что моя модель сама их как-то отковыряла, но это вовсе не так. Расскажу вам историю, которую мне поведала моя модель. Тоже произошло с ее ручкой. Когда она была маленькой, в возрасте 3 лет, играла зимой во дворе и додумалась положить снежок себе в варежку. Снег так и остался в ней, после чего она долгое время находилась на морозе и получила обморожение руки. Когда она пришла домой через некоторое время, то родственники не додумались опустить руку в холодную воду, а сразу поместили ее в горячую. Так делать, оказывается, нельзя. Признаться, я и сама этого не знала. Хорошо, что модель рассказала о такой ситуации. После чего ногти отросли деформированными, а кожа рук сухая, вся потрескавшаяся, и она словно папирус. Такое ощущение, что прикоснешься к ней, и она осыпется. Конечно, мне захотелось максимально помочь нашей модели. Мы сняли покрытие, шлифуем ногтевую пластину для того, чтобы убрать остатки материала. На правой руке ногти короткие, их, конечно, будем донаращивать, для того, чтобы они были похожи на вторую руку. В работе я использую новые для меня пилочки, пока их тестирую. Основа, которую можно дезинфицировать и стерилизовать, при этом от нее легко отклеиваются файлы. В качестве маникюра выбрала аппаратную технику обработки. Ногтевая пластина очень глубоко посажена. Особенно это хорошо видно по деформированным ноготкам. Поэтому взяла насадку «Пламя» 0,21 диаметра. Я думаю, вы согласитесь со мной, что ногти выглядят странно, подозрительно, имеют темный оттенок. Когда я начала узнавать у модели, что это, она ответила, что буквально на днях, вчера, использовала хну для окраски, поэтому и ногти окрасились. На правой руке практически нет кутикулы и высокий задний валик. Поэтому приняла решение его шлифовать именно насадкой, не работать режущим инструментом. Моя модель, конечно, стесняется своих ручек, всегда предпочитает в покрытии нюд, не выставляет их на показ, и всячески боится демонстрировать. Кожа у нее влажная, поэтому наношу специальную присыпку для того, чтобы дегидратировать, чтобы насадка не забивалась. Для шлифовки кутикулы использую алмазную насадку «Скругленный конус». Насадка также для меня новая, и она похожа, несомненно, на скругленный цилиндр, но за счет скошенной части меньше вероятность попадания по ногтевой пластине. Хотите развиваться и знать больше о маникюре? Приглашаю в базу знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификатов. Они доступны по всему миру. Чтобы присоединиться, переходите по ссылке в описании. Специально выбрала красную насечку, чтобы не травмировать кожу. Но тем не менее, даже при легком нажатии случаются вот такие перетертости. К сожалению, они могут появиться и у опытного мастера. После завершения маникюра придаем форму натуральным ногтям. На одной руке мы просто будем выполнять покрытие гель-лаком, а на второй руке придется донарастить свободный край. Обезжириваем ногтевую пластину и подготавливаем ее к моделированию. Как вы могли заметить, свободный край я сильно не убирала. Прохожусь микробрашем, смоченным в обезжиривателе под кутикулой, в боковых пазухах
И вот под ногтевой пластиной вы можете увидеть, что ничего эта грязь не убирается, потому что хна пропитала ноготь. Затем наносим праймер, потому что до этого была носибельность не очень хорошая, много отслоек во время снятия. И в качестве подложки наношу каучуковую базу, которая не содержит хема. Можно сказать, что она для аллергиков. Почему выбрала именно ее? Мы видим, что кожа очень сухая, потрескавшаяся, и при близком контакте с материалом возможна аллергическая реакция. Неспроста кожа у моей модели выглядит так, как выглядит, поэтому лучше обезопасить себя и ее и нанести более щадящее базовое покрытие. Кстати говоря, эта база от Kinetics, она низкокислотная, поэтому обязательно предварительно наносим праймер. Подготавливаем шаблоны, вырезаем их по форме свободного края, обязательно делаем насечки для того, чтобы форма не раскрывалась, чтобы ногти не получились трапециевидными. Выбрала пластиковые формы для того, чтобы можно было переставлять и на следующую ногтевую пластину. Для моделирования использую гель-желе. Этот материал не любим новичками, потому что его трудно раскладывать, но любим опытными мастерами. За счет того, что он не течет. Как вы его положили, так он и будет стоять. В отличие от акригеля, дает меньшую толщину и удобно им выполнять подложки. Пластиковые формы имеют свойство раскрываться. Кто заметил лайфхак после обжатия формы? После обжатия формы я прицепила снизу металлическую прищепку, и формочка не раскрывалась. Прямо в таком положении можно просушивать. Важно, что постановкой формы мы не меняем рост натурального ногтя, то есть не делаем ногти суперарочными, так, чтобы они были похожи максимально на вторую руку. Безымянный чересчур сильно растет вниз. Мы видели, как до этого мастер пытался просто доложить большее количество материала на свободный край, за счет чего получилась толщина. Нам хочется тонкого торца, поэтому формочку устанавливаю сильно вверх и в таком положении просушиваю. Специально сверху накрываю лампой, чтобы форма не упала. Переставляем на следующий ноготь форму и продолжаем выкладку. Как хорошо, что под рукой есть измеритель, которым можно проверить длину, сравнить ее с противоположной рукой и при необходимости достроить. Такую подложку просушиваю 30 секунд. Когда все подложки готовы, снимаем липкий слой и придаем форму свободному краю. Опиливаем эти тонкие подложки. Также немного прохожусь по поверхности, чтобы затем сделать укрепление гелем максимально быстро и аккуратно, без верхнего опила. Форму выбрали мягкий квадрат, поэтому слегка, совсем немного скругляем уголочки. Модель говорит, что ей каждый раз по-разному делают этот безымянный ноготь, но скажу вам так, по итогу результат ей очень понравился, потому что ноготь получился не толстым, а торец тонким. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Убираем всю пыль, обезжириваем, и на том ногте, где мы ставили форму вверх, мы видим посередине впадину, которую рекомендую сначала заложить материалом, просушить, а затем уже работать с основным моделирующим слоем, так как в одну каплю не просто будет заполнить эту деформацию и сделать правильную архитектуру. После того, как просушили материал в лампе несколько секунд, поджимаем при помощи прищепки. Опять же, сильное поджатие тут нам не требуется. Если передавить, то можно наоборот еще навредить клиенту. Моделирующий гель сначала наносим тонко, в 3 движения, увлажняя ногтевую пластину, затем ставим объемную каплю на стрессовую зону и распределяем. Честно, уже подзабыла даже, какой гель использовала, а сейчас смотрю на видео, очень красивый оттенок. По-моему, это гель от Opция.
Все-таки не хватает стройности среднему, поэтому немного его подпилю, и за счет опила он становится более узким и стройным. Так как модель предпочитает нюд и все-таки стесняется носить какие-то яркие цвета, хотя я считаю, что можно покрывать и другими цветами, не стоит этого бояться, мы оставили так, как есть, и перекрыли просто топом без липкого слоя. Но это еще не все. Конечно, я не могла ее оставить без ухода за ручками. Всегда, когда вижу у моделей, у клиентов сухие руки, то хочется за ними немного поухаживать. Для того, чтобы запечатать растрескавшуюся зону над кутикулой, будем использовать воск для кутикулы. Набираю небольшое количество при помощи силиконового карбидного шлифовщика зеленого оттенка. Это говорит о средней его абразивности. Включаем небольшую скорость 5-7 тысяч оборотов и в положении реверс слева направо проходимся по периметру кутикулы. Следующим этапом наносим увлажняющий лосьон, выполняем такой легкий массаж, чтобы лосьончик немножко впитался. На этом моменте видно все сосуды, все капиллярчики на тыльной стороне ладони. И следующим шагом будем использовать очень классное средство, это крем-парафин, который запечатывает влагу в коже, и она так быстро не теряет ее. Набираю шпателем небольшое количество и распределяю по тыльной стороне. По внутренней стороне распределять не нужно. На ладошках, как правило, кожа у нас и так нормальная, не сухая, поэтому оставляем так. Надеваем пакетики и одноразовые варежки для парафинотерапии. И выжидаем 15 минут. Устанавливаю таймер. В прошествии 15 минут снимаем перчатки и стягиваем пакет вместе с остатками парафина. Он остается у нас в пакете, и мы его выкидываем. Такой парафин повторно не используется. Безворсовой салфеткой промакиваем излишки, все убираем, и то же самое делаем со второй рукой. Такой холодный парафин можно применять даже в домашних условиях на регулярной основе. Он будет очень хорошо увлажнять кожу, и постепенно она будет становиться более ухоженной и не будет трескаться. Ну что ж, наш результат. Ставьте пальчик вверх, если считаете, что наше преображение удалось. По-моему, получилось очень здорово. Смотрите и другое видео со сложным случаем. Ну а я желаю вам в практике с ними не сталкиваться. Всем счастливо! Пока-пока!